Приветствую всех на канале Сад Огород своими руками. В этом видео я хочу рассказать о двух очень хороших гибридах огурцов, которые мы будем выращивать на своей даче в теплице в наступающем огородном сезоне. Но также эти огурцы идеально подойдут для выращивания в открытом грунте. Поэтому видео будет полезным для огородников и тепличников, и для огородников, которые выращивают свои растения под открытым небом, то есть в открытом грунте. Друзья, вот казалось бы, только закончился огородный сезон и хотелось бы отдохнуть, но самое время уже подумать о сезоне, который приближается. И первый шаг, с чего начинается выращивание любых растений, это выбор сортов и гибридов, которые мы будем выращивать. Потому что от правильности этого выбора во многом будет зависеть дальнейшее выращивание. Если выберем сейчас нормальные сорта гибриды, то в дальнейшем не будет проблем с их выращиванием. Если выберем неправильно и не то мы не получим эстетического удовольствия от выращивания растений, что бы мы ни делали. Но если, как говорится, семя не подходящее, то из него ничего хорошего не вырастет. Давайте приступим. Прежде чем за два гибрида, которые мы будем выращивать, я остановлюсь на трех, которые мы выращивали в ушедшем сезоне, потому что они также очень-очень хорошие и будут для вас интересны. Первый гибрид огурца, который мы выращиваем уже на протяжении 5 или даже 6 лет. Это среднеплодный по размеру огурец, который называется Мертус. В чем его исключительная особенность? Это то, что его можно выращивать даже в условиях квартиры на подоконнике при недостатке освещения. Ранний огурец идеально подходящий для выращивания, когда еще пасмурное небо и когда солнышко ходит низко над горизонтом. Если не пробовали, то рекомендую попробовать для получения раннего вкусного сочного урожая. Следующий гибрид, который мы выращивали в своей теплице, Мадрилен. Друзья, исключительный по вкусовым качествам, очень хороший по урожайности. Сейчас вы видите на своих экранах, это все кадры прошедшего огородного сезона. Я бы мог смело рекомендовать Мадрилен к выращиванию любому огороднику и в теплице, и в открытом грунте. И, наконец, третий гибрид, который мы выращивали и тоже нам понравился, это гибрид Бьорн. Гибрид не новый, но он исключительно высокий по урожайности и очень хороший по вкусовым качествам. Считается полубукетным или букетным огурцом. То есть с одной пазухи может вырастать по нескольку огурчиков. Кто хочет получать обильные урожаи хороших плодов корнишонного типа, выращивать также Бьорн. Это то, что касается тех трех гибридов, которые мы выращивали в прошлом году. Но столько много разных сортов гибридов, такое невообразимое разнообразие ассортимента. В большинстве своем все огурцы и вкусные, и урожайные. Приходится выбирать. Поэтому мы остановили свой выбор всего на двух хороших гибридах, которые будем выращивать в наступающем сезоне. Первый гибрид — это Кибрия. Он не новый, ему 10, а то и 12 лет, но несмотря на такой долгий срок нахождения на рынке, он не утратил своей актуальности и не просто так. Он очень хорош по урожайности, он ультра ранний, вкусные сочные плоды, подходящие для употребления в свежем виде, так и для переработки, в том числе для консервации в целом виде. Корнишонного типа, самоопыляемый, сладкий, сочный, я об этом все сказал, и высокоурожайный. Подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в закрытом. Кстати, в открытом грунте, когда мы не формируем кибрию и оставляем все плети, все пасынки, не прищипывая их, то на одном растении, на одном кусту насчитывали до 70 плодов разной величины, завязанных плодов. Друзья, от пикуля 3-5 см длиной, плодик маленький, до полноценно развитых зеленцов. Вот какая урожайность у кибрии, причем очень ранняя урожайность. Поэтому мы будем выращивать кибри, и, конечно же, я буду показывать, как она будет выглядеть в нашей дачной теплице. И второй, друзья, это относительно новый Мадейра. Одно название уже выглядит очень красиво, но и огурец не менее красивый. Пару лет этому гибриду, но по отзывам он очень хорош. И многие
люди, многие огородники от него просто в восторге. Я, кстати, хочу попросить вас, если выращивали какой-либо из сортов гибридов, о которых я рассказываю, написать и поделиться своим мнением в комментариях внизу под видео. И также хочу попросить вас делиться своими любимыми сортами гибридами огурцов также под видео. Это будет очень полезно и очень интересно. Мы на основании моих видео, моих рассказов и ваших комментариев уже можем прийти к каким-то знаменателям и помочь огородникам, особенно начинающим, в выборе того или иного сорта либо гибрида. Это будет очень полезно, и вы можете также в этом поучаствовать. Поэтому приглашаю, делитесь, друзья, пишите. Итак, Мадейра относительно новый гибрид огурца корнишонного типа 10-12 сантиметров, плоды однородные, малобугорчатый плод, нежный по своим жесткостям, потому что есть, кстати, такие гибриды, сорта огурцов, которые не раскусишь. 50-60 грамм масса плода у Мадейры, урожайный и подходит, кстати, так же как и Мертус, для выращивания в условиях недостаточной освещенности. То есть для раннего выращивания это очень хорошо, если вы собираетесь высаживать огурцы в ранневесеннее время. Кстати, Мадейра также весьма неплохо переносит понижение температур. Вообще огурец теплолюбивое растение, 15 и выше градусов. При 13 они начинают физиологически болеть. Так вот, Мадейра относительно неплохо справляется с такими стрессовыми условиями выращивания. Но краткосрочными, конечно, потому что никакой огурец при пониженных температурах длительное время находиться и не замечать последствий не сможет. Вот, друзья, что хотел рассказать, и хотел предложить вам также присоединиться к нам в выращивании вот этих гибридов. Конечно, это не идеально объективные такие рекомендации, потому что я высказываю свое мнение, у вас может быть свое мнение. И еще раз возвращаемся к комментариям, делитесь своим мнением. На основе всего этого мы будем делать какие-то выводы. Хочу сказать спасибо всем, кто не первый год с нами выращивает растения, потому что каждый сезон мы начинаем выращивание именно такими видео по выбору того или иного сорта либо гибрида. Это фундамент, это первый кирпич, фундамент по выращиванию, по прохождению всего огородного сезона. На этом видео закончу, друзья. Кстати, по вопросу семян, если хотите выращивать такие, как мы будем выращивать, либо такие, как мы выращивали, внизу в описании ссылка под этим видео. Спасибо за внимание. Всего вам доброго, мирного неба над головой.